Друзья, всем привет! Вы на канале фитнес-тренеров-близнецов. И сегодня я подготовила для вас интересную тренировку на мышцы ног и мышцы живота. Как профессиональный фитнес-тренер индивидуальных и групповых программ с большим опытом работы, я считаю, что тренировки не должны быть потными или сложными. Тренировки должны быть умными и интересными. И одной из таких тренировок является тренировка по системе Пилатес. Эти упражнения протонизируют все наше тело, сделают его сильным и стройным. И все благодаря принципам Пилатеса, таким принципам, как принцип вытяжения и принцип концентрации. И мы начинаем. Мои хорошие, для следующего упражнения нам может понадобиться вот такой вот надувной мяч для пилатеса, для йоги. Если вы работаете в зале, если вы работаете дома, то возьмите, например, бутылку воды, либо работаете без оборудования. Я покажу вариант и без оборудования. Это упражнение носит название вытяжение ног. Классическое упражнение. Мы принимаем положение лежа на спине, подкручиваем таз так, чтобы у нас вытянулась поясница, живот немножечко провалился, прижался к спине, спина прижалась к полу. Сгибаем оба бедра под угол 90 градусов и хорошо разгибаем колени. Приподнимаемся до нижнего уровня лопаток, подбородок к груди не прижимаем, почувствуйте напряжение в мышцах живота и выполняем ноги-ножницы. Выдох, вдох-выдох. Всего 12, 10, 9. Втягиваем колено. 6, 5, 4, 3, 2. Модификация пружина. Раз, два. Раз, два. Одно бедро тянется к себе, другое вниз. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Облегченный вариант без оборудования может быть вот таким и большее вытяжение ног, когда мы одно бедро подтягиваем к себе, по одному работаем. Вот таким вот образом подбородок к груди не прижимаем. И, соответственно, по 2 пружины. Я покажу еще 2 раза. Хорошо? Друзья, и по поводу количества повторений. По количеству повторений вы выполняете всего 12, либо 16 повторений. И соблюдайте принцип вытяжения в пилатесе. Обязательно коленную чашечку подтягиваем, вытягиваем стопу от себя. Живот максимально подтянут, не задерживайте дыхание и взгляд чуть-чуть вверх в диагональ, чтобы подбородок к груди не опускался. У меня аж дыхание сбилось, дорогие мои. И наше следующее упражнение. Наше следующее упражнение носит название плечевой мост. В йоге оно называется поза построения моста. В общем, достаточно классическое упражнение, используется и в силовых тренировках. Мы принимаем положение лежа на спине, подкручиваем таз, как всегда, прижимаем в исходном положении поясницу к полу. Проследите, что ваш подбородок к груди не прижимается. Шею не напрягайте, представьте, что у вас здесь находится теннисный мяч. И мы принимаем исходное также положение, подкручивая таз, ягодичный или плечевой мостик. Подтягиваем хорошо ягодицы, втягиваем хорошо живот и работаем любой ногой, абсолютно любой. Мы сгибаем бедро, втягиваем колено. Стопу сокращаем на себя и выдох, разгибаем бедро, вдох, стопа от себя, выдох, стопа на себя, вдох, выдох, вдох, выдох. Давайте еще 4, вдох, выдох, 3 раза вдох, выдох, 2 повторения. И последний раз выполняем. Молодцы! И, конечно же, мои рекомендации и расскажу, что работало в этом упражнении. Во-первых, выполняйте на правую и на левую сторону по 8, 10, либо 12 повторений. Во-вторых, в этом упражнении хорошо прорабатывались мышцы живота, ягодичные мышцы, с опорной ноги. Опорная нога – это у нас
Вот эта вот нога опорная. Кстати, таз старайтесь не опускать. С опорной ноги у нас хорошо прорабатывалась задняя поверхность бедра, бицепс бедра. А как известно, эта мышца приподнимает ягодичную, большую ягодичную мышцу. С рабочей стороны у нас прекрасно прорабатывалась передняя поверхность бедра, которая подтягивает нашу коленную чашечку, и ноги выглядят стройными и красивыми. И наше заключительное, интересное, эффективное упражнение. Мои хорошие, наше заключительное упражнение называется лодка. Вам может понадобиться, если вы работаете в зале, вот такой вот кирпичик, он может быть легкий, либо он может быть сделан из дерева. Любой подойдет. Если вы работаете дома, вам понадобится тоже какой-то предмет. Это может быть книга, возьмите томик потолще, либо это может быть бутылка воды. Если у вас есть круглый мяч надувной для пилатеса, маленький, то тоже подойдет. Мы принимаем исходное положение лежа на спине. Как всегда, мы вытягиваем поясницу, подкручиваем таз, живот прижимается к спине, спина прижимается к полу. Приподнимаемся до нижнего уровня лопаток, подбородок к груди не прижимаем. Помещаем наш предмет на голень. Зажимаем, хорошо втягиваем колено, колени разворачиваем к себе. Смотрите, чтобы ноги и бедра наружу не выворачивались. Стопы вытянуты, подбородок чуть-чуть повыше. Делаем вдох через нос и медленно ноги опускаем на выдох. На вдох возвращаемся. Выдох. Вы можете направлять взгляд на свои стопы. Это позволит вам держать голову в нужном положении и не напрягать шею. Выдох и вдох. Выдох и вдох. Обращаю внимание, что живот максимально прижимается к спине, поясница от опоры не отрывается. Чуть более облегченный вариант, посмотрите. Колени могут быть под углом 90 градусов, тазобедренные суставы тоже 90 градусов. Также выдох, стопы до конца не опускаем. Вдох, возвращаем. Выдох. Вдох, возвращаем. И в первом, и в другом случае живот максимально напрягается, и поясница должна не отрываться от опоры. Выдох. И вдох. Либо вам покажу еще один вариант. Вы можете ноги опускать не так низко. Выдох. Интермедиа, средний уровень, вдох. Выдох. Вдох. Давайте еще несколько раз. И вдох. Еще раз. Выдох и вдох. Молодцы, мои хорошие. Надеюсь, у вас получилось сделать эти упражнения. Мне будет очень интересно, и вообще я очень люблю, когда со мной делятся в комментариях своими ощущениями, как получилось, было ли сложно, не очень сложно. Обязательно напишите, и я, если нужно, дам вам отдельный совет, если у вас возникнут какие-то вопросы по поводу этих упражнений. Если упражнение было вам полезным, не забудьте поставить лайк. И если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь, потому что наши видео выходят ежедневно. На канале очень много видео по йоге, пилатесу, силовым упражнениям, которые обязательно, я уверена, будут для вас полезными. И все упражнения вы можете выполнять дома со своим собственным весом, то есть без оборудования. И мы с сестрой готовим всегда очень интересные упражнения, чтобы тренировка проходила быстро и незаметно. И на сегодня наш выпуск завершен. Я вас, как всегда, целую, обнимаю. Пока-пока и до новых встреч.